Очередная оплеуха. Британская разведка раскрыла правду о путинском флоте. Это просто позор. Подкрепление прибыло. Зов Кремля услышан. Союзные войска на пути в Украину. Киеву больше не дают ракет. Зеленский вынужден идти на крайние меры. Появился реальный шанс на мир. В США озвучили условия. Путина поставят на колени. Элиты готовят смену власти. Страна НАТО топит собственные суда. Российский МИД говорит о затяжных боях, а Соловьев пугает россиян новым украинским оружием. Об этих и других событиях к утру пятницы, 7 августа. Наконец-то пятница, но прежде чем расслабиться, важно узнать, чем запомнился этот день. В эфире Нехта. Поехали. Недавно на это намекал Зеленский, теперь об этом открыто пишут в мировых СМИ. Администрация Трампа призвала европейские страны передать Украине ракеты-перехватчики к системам Patriot, способные сбивать баллистические цели, но часть союзников просто их зажала. Правительства боятся оголить собственную противовоздушную оборону. Об этой неприятной правде пишет The Washington Post. Один из собеседников издания, бывший высокопоставленный украинский чиновник, описал ситуацию как действительно плохую. По его словам, этой зимой страна может столкнуться с наихудшим сценарием. Похоже, на Банковой это понимают не хуже. У Владимира Зеленского состоялось очень большое совещание. Разработать собственную баллистику и создать новую антибаллистическую систему – это задача, которую удалось выполнить в абсолютном меньшинстве стран. Украина обладает этой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можно констатировать, что на необходимый уровень уже вышли и наши производители оружия. Назвал Владимир Зеленский примерные сроки. По мнению президента, Украина достигнет нужных результатов уже в этом и следующем году. Кстати, в украинское ракетостроение верит даже самый заклятый враг Киева. Хихи-ха-ха с экранов телевизора. Нет никакой войны. А потом прилетит баллистика. Если кто-то не знает, с какой скоростью приходит ад, посмотрите на жизнь ребят в Донецке, в Белгороде. Посмотрите, с какой скоростью мирная жизнь исчезает. Место парада – вот эта унизительная сцена в подворотне на фоне нарисованной подводной лодки. А где же подевались настоящие? Ответ нашла британская разведка. Российские субмарины прячут, но реальные Джеймсы Бонды нашли их, причем не выходя из кабинетов. Лондон опубликовал спутниковые снимки, а на них варшавянки, способные запускать ракеты «Калибр» в полупогруженном состоянии. Основной корпус скрыт под водой, а над рубками установлены так называемые мангалы. И вот так позорно маскироваться гордость путинского флота заставили украинские дроноводы. Одна субмарина стоит отдельно и без защитной конструкции. Возможно, ее готовят к выходу в море. Но есть и другая версия. Это может быть именно та лодка, которую украинские защитники ранее поразили подводным дроном Subsea Baby. И особого смысла ее прятать уже нет. Как думаете, эти полузатопленные субмарины доживут до следующего дня ВМФ России или будут его встречать уже вместе с крейсером «Москва»? Делитесь мнениями. Украинская разведка не ошиблась. В сети появилось видео, на котором российские инструкторы обучают новую группу военнослужащих из КНДР. Кадры опубликовал мониторинговый канал Excelinova+. Судя по видео, обучение проходит на одном из российских полигонов, где северокорейских военных готовят к боевым действиям. Появление этих кадров подтверждает недавние данные украинской разведки о том, что Россия продолжает привлекать военных из КНДР. Ранее сообщалось, что Москва готовит новое подразделение северокорейских солдат для отправки на фронт после тяжелых потерь, которые они понесли в предыдущих боях.
Москва собирается воевать еще бесконечно долго. Об этом заявили в ведомстве Лаврова. С нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия. Но, по мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, виноват в этом не Кремль. Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Все попытки вести диалог, они наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренности. Поэтому сейчас поломать эту тенденцию в ближайшей в краткосрочной перспективе вряд ли получится. Похоже, в Москве наконец поняли, что европейские лидеры Украину не сдадут. А вот на Западе тоже кое-что начали понимать. То, что Путин добровольно не согласится закончить войну. Об этом пишет влиятельное издание National Security Journal. Так вот, американские аналитики пришли к выводу, что для начала реальных переговоров нужно поставить Путина на колени. Ключевой целью авторы называют Крым, постепенное уничтожение российской логистики, военной инфраструктуры и возможностей снабжать полуостров может вынудить армию и гражданское население покидать регион. Фактическая потеря контроля над Крымом станет для Москвы не только стратегической катастрофой, но и тяжелейшим символическим ударом. Такое поражение способно расколоть российские элиты и заставить их искать выход из войны, включая смену руководства страны. Ослабленные и униженные некомпетентностью и идиотизмом Путина, российские элиты вполне могут решить положить конец его политической карьере и спасти то, что осталось. Пока птички Мадяра методично разносят склады Wildberries, по главному конкуренту этой компании, Озону, прилетела из НАТО. Правда, речь не об атаке дронов, а о санкциях. Великобритания внесла Озонбанк в черный список, заявив, что его работа в российском финансовом секторе имеет стратегическое значение для Кремля. Под ограничения также попали Росэксимбанк, Центр-Инвест, Реалистбанк, Ставр и Телепортбанк. Всего Лондон добавил в санкционные списки 13 физических и юридических лиц, а также 6 танкеров. В Озонбанке уже заявили, что эти нововведения его почти не заденут, мол, зарубежных активов нет, операций за пределами России нет, SWIFT не используется. Опять санкции только на пользу. Когда в Украине пройдут президентские выборы? Пока нет надежды на перемирие, у этого вопроса нет ответа. Но недавние кадровые решения и протесты, ими вызванные, возможно, подтолкнули социологов провести очередной замер настроений общества. Результаты опроса центра «Социс» таковы. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский получил бы чуть больше 22% голосов среди определившихся избирателей. Номер 2 отстает от него всего на 0,9% пункта, и это генерал Валерий Залужный. В тройку лидеров ворвался бывший министр обороны Михаил Федоров, у него чуть больше 13%. Следом идут глава офиса президента Кирилл Буданов и Петр Порошенко. А что думаете об этих результатах вы? Делитесь в комментариях. Пока Трамп то угрожает очередными ударами по режиму Аятолл, то эти бомбардировки отменяет, союзники США пытаются договориться с Исламской Республикой за спиной американцев. Оман почти согласовал с Ираном параметры нового судоходного маршрута через один из важнейших морских коридоров мира. По данным Reuters, соглашение может дать Ирану контроль над движением судов, проходящих в Персидский залив. В МИД Ирана сообщили, что совместное заявление с Оманом находится на завершающей стадии подготовки. При этом в Тегеране признают, даже после подписания документа безопасность судоходства в Ормузском проливе не будет гарантирована. Пролив считается одной из важнейших транспортных артерий планеты. Через него проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа. Если информация Reuters подтвердится, это станет одной из крупнейших дипломатических уступок Ирану за последнее время и может серьезно изменить баланс сил в регионе. А пока Иран уламывает Оман, его союзники продолжают атаковать другого партнера США – Саудовскую Аравию. Йеменские хуситы заявили, что нанесли очередные ракетные удары сразу по 2 нефтяным судам
Саудовской Аравии. Пока эти заявления не получили подтверждения со стороны Эр-Рияда, но и опровержения тоже не последовало. Из-за жары и обмеления Дуная Румыния может полностью остановить атомную электростанцию Черновода. Первый реактор отключили еще на прошлой неделе, а второй может проработать всего несколько дней, если уровень воды продолжит падать. Чтобы направить воду к системе охлаждения АЭС, власти решили пойти на неординарные меры – затопить на дне реки 4 баржи, заполненные камнями. Из них хотят создать своеобразный вал, который изменит течение Дуная и даст станции дополнительное время. Похожая ситуация сложилась в Венгрии. Единственная АЭС страны работает на минимальной мощности. Власти сокращают освещение и меняют график транспорта. Вместо троллейбусов на улице выходят дизельные автобусы. Даже здание парламента в Будапеште погрузилось в сумерки. «Матрица» готовит заговор? Еще недавно это было сюжетом для фантастических фильмов, только эта история происходит на самом деле. Сотрудники OpenAI рассказали о том, что поймали ИИ на подготовке побега из-под человеческого контроля. По их словам, которые цитируют Bloomberg, экспериментальные модели искусственного интеллекта в закрытой тестовой среде начали самостоятельно искать способы выйти в сеть. ИИ-агенты обменивались сообщениями друг с другом, обсуждая уязвимости и даже пытались получить доступ к интернету, когда поняли, что без него не могут выполнять поставленные задачи. По словам инженеров OpenAI, первая попытка была остановлена, однако позже модели нашли новый способ связи и другую уязвимость. В июле один из ИИ-агентов смог выйти за пределы тестовой среды, атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face и запустил собственный код на ее серверах. Позже был зафиксирован еще один инцидент с инфраструктурой Model Labs. Об этом мы вам рассказывали, но вот детективные подробности о заговоре ИИ сокамерников в OpenAI озвучили только теперь. Но после этих случаев компания заявила, что усилила меры безопасности. Потому что я патриот страны! Потому что я против войны! Российским властям удается затыкать рот лидерам оппозиции, выступающим за мир, кого-то убивая, кого-то бросая в тюрьму, а кого-то выжимая из страны. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Но тут вдруг начинает бомбить самых обычных граждан, которые политикой, как говорится, не интересовались. Я обращаюсь ко всем ублюдкам, ебаным, которые поддерживают эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, там. Этот горячий спич обычную россиянку заставила записать новая реальность. Над садиком ее ребенка впервые пролетела ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей, а возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Дети и родители в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах и других украинских городах живут в таких условиях много лет. Но, может, в России таких проснувшихся станет чуть побольше. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки свое оружие и идет убивать других людей. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся вечером.